Привет, друзья! Это Лена Вик, и сегодня мой второй влог из Польши. Я сейчас покажу вам видео, как я добиралась до Польши. Это было невероятно тяжело, и вы все увидите своими глазами и сможете пройти это путешествие вместе со мной. Итак, поехали в аэропорт. Меня Раф начал провожать в аэропорт. Ну не грусти, увидимся еще. Вот, аэропорт Кольцово, Екатеринбург. 4 марта, время где-то 8 вечера. Вылет у меня в 22:00. Блин, почему? Мне предстоял путь Екатеринбург, Бишкек, Бишкек, Турция и Турция, Варшава. Был перевес, и 2 пакета вещей пришлось оставить. Уральские авиалинии разрешают 23 килограмма в багажном отделении, а Turkish Airlines 30 килограмм. Так как мой рейс задержали на 1,5 часа, я отчаянно пыталась найти Turkish Airlines, чтобы прийти к ним и сказать, что мой рейс задержали, можно ли мне обменять билеты, либо перенести на другое время, чтобы деньги не потерять, чтобы билеты просто не сгорели. Билеты я покупала через Aviasales, я думаю, все знают этот сайт. Далее ты покупаешь на Aviasales, но тебя перебрасывает на другой агрегатор, это Авиакасса, и уже непосредственно с Авиакассы я покупала. Почему не напрямую? Потому что когда я искала напрямую, например, уральские авиалинии, у них сайт вообще был заблокирован, то есть он не работал. Поэтому мне пришлось покупать через этот агрегатор. В чем огромный минус? Я не советую вам покупать через агрегаторы, если только это не какая-то чрезвычайная ситуация. Почему? Потому что если какая-то проблема, задержка, вы не можете разобраться, должна разбираться именно та компания, которая оплачивала эти билеты, а в данном случае это Авиакасса. Я звонила в Авиакассу с того момента, как только я увидела, что на экране задержка самолета. Автоответчик отвечал, что извините, у нас слишком перегружена линия. Ну, видимо, у многих были задержки в этот вечер. Далее я начала звонить в турецкие авиалинии. Тоже это занимает огромное количество времени, потому что там очередь. В конце концов взяли трубку, поговорили со мной, на что мне ответили, что нужно создать заявку обязательно через их сайт, и затем они сами со мной свяжутся. Они фиксируют номер обращения только с помощью этой заявки. Затем я снова звоню им, говорю, что теперь у меня есть этот номер. Оператор мне ответил, что есть такая возможность сделать открытый билет. То есть, допустим, если я успеваю долететь до Бишкека, но не успеваю попасть в самолет, то я могу прийти к ним там и сделать открытый билет, пока самолет еще не улетел. Пока мы летели, я познакомилась с чудесной девушкой, ее зовут Наталья, она из Бишкека, и она слышала мою историю, как я разговариваю с этими операторами. Мы с ней разговорились и даже решили сделать такой план. Я выбегаю из самолета, самая первая, бегу на посадку, меня все пропускают, а чемодан, если что, получает она, мой багаж, и затем я улетаю спокойненько в Турцию, затем в Варшаву, а она забирает мой чемодан, транспортной компании отправляют мне его уже непосредственно в Варшаву. Это, конечно, стоит огромных денег, но я готова была уже пожертвовать чемоданом, чтобы быстрее оказаться прямым рейсом в Варшаве. И причем, знаете, когда приземлился мой самолет уральских авиалиний, и напротив стоял именно этот самолет Turkish Airlines, и я так хотела просто вот выйти и сразу же забежать в самолет, тогда я бы успела, но, к сожалению, так делать нельзя, потому что нужно проходить все эти огромные проверки, паспортные контроли и так далее. Посадка закрылась прямо перед моим носом, я побежала искать этот офис турецких авиалиний, я туда зашла, запыхавшаяся, быстро объяснила ситуацию. Они мне пояснили, что все не так просто. Знаете, в чем суть этого открытого билета? Да, его тебе делают, он у тебя как бы замораживается, но использовать ты можешь его только на эти же направления. Бишкек, Турция, Турция, Варшава. Я надеюсь, что я больше никогда такими рейсами не полечу. И они сказали, что оператор специально вам так ответил, чтобы вы не переживали, потому что у них такое часто встречается. Вы можете сделать открытый билет и использовать его потом куда хотите. На самом деле нет, он остается открытым только на те направления, на которые вы его покупали. Я не успела на самолет, и мы идем, Наташа,
Я познакомилась с Наташей, она из Бишкека. Я сейчас еду в отель, переночую там, а потом уже придется покупать новые билеты. Уже завтра. Время 5:30 утра. Я заселилась в отель. Благодаря прекрасной девушке, которую я встретила в самолете, все-таки мир не без добрых людей. Заселилась в этот отель. Здесь даже двухместный он. Вот. По стоимости 3000 сомов. Ну, это примерно то же самое, что и рубли, я думаю. Освежилась, умылась, встряхнулась. Мы с Андреем были на связи, смотрели новые билеты, снова смотрели на авиасейлс, потому что совершенно не было сил смотреть, уже отдельно заходить на каждый сайт. Было удобно брать пакетом, потому что прямых билетов не было, либо они были просто несоизмеримо дорогущие. Чтобы вы понимали, билеты там с 5 пересадками, там еще какие-то из Бишкека до Варшавы стоили примерно 90 000 рублей. В итоге мы нашли билеты примерно за 47 000, но без багажа, то есть я еще дополнительно покупала багаж. Проснулась я где-то в 8 утра, позавтракала в отеле, затем еще раз перепроверила все документы, потому что еще раз делать ошибки или что-то подобное было бы уж очень дорого. Пройдя 2 перекрестка, я подумала, может быть, мне стоит вернуться, потому что уж очень как-то все страшно выглядело. Но я подумала, что я первый и, скорее всего, последний раз нахожусь в Бишкеке, поэтому собрала всю свою волю в кулак и пошла гулять и наслаждаться этим днем. Сегодня 5 марта, у меня пересадка в Бишкеке. На целый день я свободна. И сегодня я готовила билеты и немножечко погуляла. Мне попались очень позитивные люди, обратите внимание, они увидели, что я снимаю, и помахали мне рукой. Несмотря на такой непривлекательный вид мест в городе, где я гуляла, мне попадались только добрые, позитивные, хорошие люди. Что в отеле, где я жила, что в ресторане, в самолете, ну и в принципе на улицах. Ну и все, мой отдых закончился, и поехали дальше. Аэропорт Бишкека. Жду свою посадку до Турции. В прошлых билетах, которые, к сожалению, сгорели, у меня были аэропорты все крупные, то есть главные аэропорты Турции и Варшавы. А уже в новых билетах я летела в маленькие аэропорты. И в этом есть огромные плюсы. Первый – это то, что народу там значительно меньше, а второй вы узнаете в конце этого видео. Это эконом-билеты, и поэтому в самолете не кормили. Я кушала между пересадками в аэропорту.
кадр, как ловят мой чемодан, потому что я видела одно видео, не помню какой авиакомпании российской, и там просто ужасно скидывали чемоданы, и мне было прям больно смотреть. Ну а здесь, в принципе, все хорошо. Мой чемодан даже чуть не упал, но они его вовремя поймали. В Турции я тоже зашла в кафе и быстренько перекусила, а затем посадка до Бельгии. Очень много людей путешествуют, поэтому очереди большие, но, слава богу, я прошла контроль. Единственное, что у меня спросили, зачем я лечу в Бельгию, сколько я здесь планирую оставаться, я сказала, что у меня просто пересадка. И снова зеленый коридор, проверка всех вещей и уже выход в зону ожидания. И вот здесь началось самое интересное. В этом аэропорту на втором этаже было 4 ресторана. Я подошла в первый, попробовала купить, заказала себе какой-то там бургер с лососем и чай. Когда время доходит до оплаты, я прикладываю карту и понимаю, что все, ее заблокировали. А, кстати, в это время были новости, что с 10 марта блокируют карты. Так как было 5 марта, я думала, что, в принципе, все, я успеваю. Прикладываю карту, и она не работает. Просто ошибка. Хорошо, я ее, вставила в этот терминал. Думаю, мало ли, может, просто не проходит касание. Снова пробую, ввожу пин-код, и снова ошибка. На что мне девушка говорит: что там девушка говорит? Я спрашиваю, можно ли заплатить наличкой, на что она мне показывает на листочек, там было прям написано, что кэш, no, только карты. Дальше я иду в Бургер Кинг и думаю, вот тут-то я сейчас точно куплю, почему бы нет. Подхожу, значит, на кассу, говорю, что мне нужно вот это, а он говорит, воспользуйтесь терминалом, мы через кассу не принимаем. Я иду, значит, в этот терминал, бокс, выбираю там, что хочу поесть, снова прикладываю карту, и ошибка, не проходит. Иду в третье место из 4, чтобы вы понимали. В третьем месте принимают кэш только евро, а у меня были доллары, потому что я думала, что моя карта будет работать, ну и в принципе доллары. Конечно, на крайний случай мне можно было обменять доллары в евро и спокойненько заплатить. Слава богу, я в Турции поела хорошо, поэтому у меня еще были силы. Поэтому сижу. Хорошо, что у меня с собой шоколадка, которую мне мама дала. Сейчас поем шоколадку. Поэтому всегда имейте с собой наличку, даже если она в долларах, то в принципе ее можно обменять на любую другую валюту. В общем, дождалась я посадку, подкрепилась и полетела уже на финальный мой рейс до Варшавы. Честно говоря, пока я летела, мне уже не верилось, что я действительно скоро окажусь в Варшаве. 6 марта, вечер, и примерно в 9 часов я должна была приземлиться в аэропорту Варшавы.
Мы прилетели в очень маленький аэропорт, и у нас не было ничего, мы просто спустились по трапу и пешком шли до этого аэропорта. Я переписывалась с Андреем в этот момент, и он сказал, что это вообще выглядит как какой-то загон. Но в этом и плюс. Помните, я вам говорила в середине видео, что есть достоинство, когда ты летишь в маленький аэропорт. А плюс в том, что пограничники просто встречали нас, то есть стоя, без всяких там окошек, столов, без очереди. Ты показываешь паспорт с визой, они смотрят и пропускают. Меня как-то досконально везде просматривали, открыли мой паспорт, проверили, не фальшивая ли моя виза, и пропустили. И даже не спросили, куда я, зачем, насколько, какие у меня документы и так далее. Потому что, когда Андрей в ноябре летел в большой аэропорт Шопена, у него там все это спросили, типа, куда он летит, кем будет работать, да, разрешение на работу показать, где проходит карантин, они у него еще записывали адрес. Если вдруг они приходят и тебя нет на этом месте, то там какой-то штраф тебе выписывают, поэтому он прям строго сидел дома 10 дней. Ну и долгожданная встреча с Андреем, мы не виделись, сколько мы не виделись? 4 месяца? Мы не виделись 4 месяца, представляете, это было просто невероятно, и мне уже не верилось, такой длинный путь был, несколько дней, что я уже его наконец-то увижу и обниму. Я надеюсь, что у меня получилось передать вам настрой моего путешествия, и вы смогли пережить со мной все эти настроения, разочарование, грусть, злость, ну и радость в том числе. Поэтому обязательно оставляйте комментарий, как вам этот влог, и оставляйте лайки, потому что ваша поддержка очень важна для меня. Когда я вижу реакции, мне хочется снимать еще больше и больше рассказывать и показывать.